Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и я чуть не стихнулся, снимая это видео, потому что я его переснимаю, ибо много различных, так сказать, переменных. Но в итоге все оказалось очень просто, и сейчас мы об этом поговорим. А разговор у нас сегодня пойдет за торговлю, но торговлю на флотоносце, то есть мы берем наш флотоносец, прыгаем, покупаем, везем на флотоносец, прыгаем, продаем. Но не все так просто. Обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. Он почему-то у меня взлетел сам, ладно. В общем, что нам нужно для этого дела? Естественно, флотоносец, без него, ну, ребята, никак. И третий. Но много не нужно. 500 единиц хватит за глаза. Нам особо много прыгать не придется. Плюс, нам нужны корабли. Причем различные корабли, потому что мы будем торговать немножечко по-разному. Нам нужен корабль среднего размера для аванпостов, чтобы все это дело посмотреть, чтобы с него можно было закупать. Это у нас, друзья, Питон. Лучший вариант в этом деле. 292 тонны он может вести. Хорошо, допустим. Что делать с большим кораблем? Большой корабль, ребята, это у нас Type 9 Heavy. Я не помню точно, сколько он везет в полном торговом фите, но везет он меньше каттера. Да. Так что будем использовать для этого дела каттер. Качать на него ранг не так уж и долго. То есть у нас два корабля. Питон для аванпостов, а этот у нас для больших станций. Но тут тоже не все так просто. Когда вы торгуете без флотоносца, вам важен ваш максимальный прыжок. А тут на это дело просто наплевать. То есть вы можете забить на FSD-шку, поставить движки А-класса и будете быстро взлетать как с флотоносца, так и, собственно, со станции, но также и с посадкой. Это, я думаю, мы усвоили. Теперь давайте перейдем к тому, как мы будем торговать. А для торговли мы будем использовать Инару. Вы, конечно, можете заниматься этим через внутриигровые механики, но, ребята, это довольно сложно, неудобно. Инара есть и хорошо. Если не знаете, как сделать ее на русском, то спускайтесь вниз, ставите просто русский. Что нам нужно? Есть два варианта. Первый вариант – это мы просто-напросто заходим в товары, допустим, и смотрим максимальную выгоду, и, допустим, вот я вижу 34 тысячи средств очистки почвы, и такой, ха-ха, берем. И смотрим лучшие импорты. Это где мы будем, естественно, продавать. Нам нужны вначале экспорты, где мы будем это дело покупать. И тут, ребята, следующая проблема. Ну вот, допустим, парень на этом флотоносце продает 7200 единиц за 156 кредитов, одна штука. Обновлено час назад. Лететь можно, грубо говоря. Но мы потом это дело продадим. И продадим, получается, по... Ну вот, 34200. То есть навар прям шикарный. Но есть некоторая проблема. Обратите внимание на количество, которое запрашивает станция. То есть тут реально мало. 46 единиц, 3 единицы, 39, 1, 4. Тут вообще по нулям. Единица, единица, двойки, нули. Вот нормально. Но тут цена уже другая. То есть у нас будет гораздо меньше. 34 и 20. Тут уже у нас как бы 18 и 2600. И пошли-поехали. Поэтому такой вариант я бы вам не рекомендовал. Но если вы прям хотите, можете выбрать что-то подороже. Но ситуация будет та же самая. Что, собственно, и с покупкой. Вот тут еще можно. А вот тут наземная станция, уже 154 единиц можно купить. Дальше 38, на другой станции 37, на планетарной станции 66. На аванпосте 1800 можно купить, но уже за 1000. Так что, ребята, этот момент мы просто убираем. Нас это сейчас не интересует. Нас интересует другое. Нас интересуют торговые маршруты, которые у нас представлены на Инаре, на ЕДБ тоже также. Можете посмотреть. Но прикол еще в том, что... Видите, сейчас у меня стоит настройки минимальные поставки 10 тысяч единиц. Да? Это означает то, что мы сможем закупить 10 тысяч единиц на станции. Но когда мы будем продавать, ребята, тут тоже нужно быть очень важным. Мы можем, грубо говоря, закупиться здесь, неважно, что это аванпост, к этому потом вернемся, и продать сюда. Но сможем мы продать? Вот только лишь это количество. И это, ребята, проблема. А бывает то, что здесь вообще будет по нулям, об этом тоже поговорим дальше. Так вот, ищем, допустим, ну вот такую вот связочку, где у нас и большая поставка, и большой спрос. И они примерно равны. И завозим себе на флотоносец вот это вот количество, скажем, 20 тысяч, и 20 тысяч продаем. И все как бы вроде хорошо. Но есть один гигантский подводный камень, и сейчас о нем поговорим. Сейчас вы видите настройки торгового маршрута для большой посадочной платформы, и тут начинаются проблемы.
То, что я вам, собственно, и говорил. Поставка 15 тысяч, но вы ничего продать сюда не сможете. При этом это обновлено 7 часов назад. Кстати, смотрите на время обновления цены, это важно. И таким образом мы мотаем, еще раз мотаем вниз и еще мотаем. И вот только здесь вот мы встречаем то, что мы можем купить золото. 27 тысяч золота на секундочку. И продать его. 25 тысяч практически продать. И навар у нас 23 тонны. И прикол в том, что если мы предыдущее смотрели, мы возили с аванпоста на большую станцию. То есть здесь, друзья, мы уже возим с большой станции на большую станцию. Ну, точнее, тут между ними, конечно, флотоносец, то есть с большой на флотоносец, с флотоносца сюда. С аванпоста на флотоносец, с флотоносца сюда. И тут кроется некоторая проблема. Вообще, в данном случае, на данном маршруте, который тут с аванпостом, получается то, что туда долетает у нас питон за 443 секунды. Ну, допустим, ладно, хорошо, упростим это, чтобы было прям просто. 10 минут. То есть 6 ходок в час. И если такое же расстояние, получается, будет с большой станцией, то же самое будет у каттера. 6 ходок в час. Давайте посчитаем сейчас питона, сколько тонн он привезет и сколько денег будет у нас при продаже этих, собственно, тонн. Получается, 292 мы умножаем на 6, потому что 6 ходок. Получаем 1752 тонны. И умножаем на 45. Получается, что у нас? 78, 840, и там еще 3 нуля. Понятно. В то время каттер 792 тонны. Умножаем также на 6, потому что 6 ходок в часу, как мы условились. 4752 тонны, но стоимость товара меньше. Умножаем на 23. Получаем 109, 296 и еще 3 нуля. То есть при условии того, что товар стоит меньше, мы привозим, собственно, на наш флотоносец больше. Это понятно. Теперь следующее. Выгружать мы будем с флотоносца в любом случае большим кораблем. Что это означает? То, что привез питон. 1752 тонны. Делим на 792. Получаем 2,2 ходки. Окей. Запомнили то, что одна ходка это у нас 10 минут. Дальше. То, что мы привезли каттером мы будем вывозить. То есть 4752 делим на 792. Получаем 6 ходок. А теперь давайте посчитаем общее, собственно, время. Следующее. Когда мы закупаем питоном, продаем потом, получается, непосредственно каттером, то есть 6 заходов плюс 2,2 захода, это у нас получается 8,2 захода. И это у нас, насколько мы помним, один заход 10 минут, условно. И умножаем на 10, получаем 82 минуты. При том, что мы заработали 78 840 и там еще 3 нуля. Я просто умножаю на 45 и на 45 тысяч, чтобы было просто удобнее и меньше нулей. Дальше. В то время каттер привез 6 ходок. И, собственно, ему придется вывозить тоже 6 ходок. То есть это уже 6 плюс 6, и потом все это умножается на 10. Получается 120 минут. И при этом он привезет 109, 2, 9, 6, и там еще 3 нуля. И заметьте, это без учета прыжка флотоносца, а он 15 минут. Получается на самом деле какая-то шляпа. Да, Тауб Кобра, прикольно. Но не забывайте то, что иска час, кредиты в час зависят от того, как сильно вы забьете ваш корабль. Флотоносец. Но прикол-то в том, когда вы торгуете обычной торговлей, получается такая ситуация. Вы залетаете в станцию, и потом просто попадаете на следующую станцию. И все. И там продаете и делаете обратный путь. Тут у нас появляется флотоносец. Но в перспективе, по идее, на флотоносце должно быть больше, но очень сильно зависит от того, где стоит флотоносец в системе и как быстро вы можете возить и вывозить. Но при всем при этом, как бы это ни было грустно, на флотоносце можно зарабатывать АФК-фармом. Это отдельная история, еще миссии крыла, конечно же, и так далее. Если хотите, чтобы я затронул эти вопросы, то пишите об этом в комментарии. И, на самом деле обидно получается то, что флотоносец есть, обслуживание стоит, а толку особо в плане торговли нету. На самом деле стезя флотоносца в другом, не в заработке, ребята, как бы это грустно не было.
Да, это видео было записано с этим помыслом, чтобы было понятно, чтобы поставить вопрос раз и навсегда, что будет с торговлей на нем. Если, конечно, она обычная. Ну, короче, если будут запросы, я сниму и другие видео, потому что тут и у нас торговые миссии крыла, и майнинг миссии крыла, и так далее, так далее, так далее, так далее. Ну и АФК заработок на продаже различных вещей. Но там через Инару регистрироваться, ну, там много подводных камней. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и там уже получается у нас сколько? Ну, много видосов, реально очень много, в районе 480, если не ошибаюсь, и со временем, естественно, их будет больше. Говорю, сколько я отснял, чтобы вы понимали, сколько работы проделано и сколько еще предстоит, потому что Одиссея и прочее, включая таргов, ПВП и остальные прелести жизни. Также, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Да. Обзоры кораблей, топы кораблей, вооружение, материалы, данные, стражи, торговля, интересные места, различные сигналы. Все это там вы найдете. И даже уже связанные с Одиссей плейлисты тоже имеются. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, играть хоть в CS-ку, хоть в дотку. Я вас не осуждаю, сам играю в различные игры, как по сеттингу, так и по жанру. Я думаю, вы это уже заметили. И еще. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои космопорты, станции и так далее. Мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то вам в Дискорд. Там подробные правила, вступления и так далее. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.